На днях смотрел художественный фильм производства США про одну барышню, которая засыпала, утром просыпалась и ни хрена не помнила, что было вчера. То есть и так каждый день. Она засыпает, наполнившись там информацией за целый день, а утром просыпает и ничего не помнит. Это я к чему? Мне эта барышня очень сильно напомнила мой народ. Потому что такое впечатление, что украинцы засыпают, а на следующее утро ничего не помнят. Кто им что говорил, кто им что обещал. Арсеній Петрович. Начало лета. Слушаем. Ми дотуємо 180 тисяч людей, які працюють у надважких умовах, в першу чергу в Луганській і Донецькій областях, по 900 гривень на 1 тонну. Загальний обсяг дотації, який йде на 2 області, це на Донецьк і Луганськ, саме на вугільну галузь, складає 34 мільярда гривень. Це те, що центральний бюджет виділяє на фінансування вугільної галузі. Ну так может, ну его к свиньям тогда такую отрасль, правильно, дотационную. Ну зачем она нужна Украине? Арсений Петрович объясняет, в общем-то, для того, чтобы поддержать просто этих шахтеров. Щоб цих людей не вигнати на вулицю, а дати їм роботу і дати зарплату. Склади перезавантажені вугіллям. І на превеликий жаль, сьогодні Україні перейти на вугілля не представляється можливим. То есть склады просто забиты этим углем, но он никому не нужен. Ну зачем этот уголь вообще нужен? И, в общем-то, производим его только для того, чтобы поддержать этих шахтеров и не выгнать их на улицу. Бедолаг. Вугілля складуємо на складах тільки з однією метою, щоб люди отримували заробітну платню. Поэтому его и складируем, этот уголь никчемный, грязь эту, черную грязь. А теперь слушаем, что говорил Арсений Петрович Яценюк уже в конце лета. Частина Донецька і Луганська. Це, звичайно, удар по валютному курсу, тому що там наші індустріальні підприємства, які виготовляли продукцію, продавали на експорт, отримували валюту. Зараз ні роботи, ні валюти, ні продукції. Друге – це енергетична незалежність країни, тому що там шахти, вони розбомбили шахти, і зараз у нас дефіцит вугілля. Подождите, это того самого вугилля, которое нам и нафиг не надо, которого мы наскладировали на складах, а вдруг оказывается, что это наша энергетическая независимость? Что Арсений Петрович заговаривается или как? Ну, давайте, может, дальше послушаем. Может, он прояснит, о чем он вообще говорит. 2 дні тому уряд вперше закупив за роки незалежності вугілля з Південно-Африканської Республіки ми зараз тянемо. Це при наявності нашого вугілля. Вчора прийшов перший корабель 75 тисяч тонн. Для того, щоб от світло в цій студії було, нам прийшлось закуповувати по імпорту вугілля. То есть, для того, чтобы был свет в студии Савика Шустера, нужен все-таки уголь. Это тот самый уголь, которым забиты были все склады и который добывался только для того, чтобы поддержать 180 тысяч бедолаг, чтобы не выгнать их на улицу. Я полагаю, что тот же самый уголь. Получается, из Африки мы закупаем уголь, который нам и нафиг не нужен. Или все-таки нужен? Но народ этого ничего не помнит. Несколько месяцев между 2 заявлениями Арсения Петровича народ забыл. Как забыл народ и вот это вот. Это он говорил также в начале лета. А почему ми повинні платити Донецьк і Луганськ? Тому що повинні. Тому що ті люди, які без зброї, ті люди, які українські громадяни, які хочуть миру і стабільності, вони ні в чому не винні. Їм навпаки треба допомагати. Центральна влада не має права дати нікому жодного приводу для того, щоб сказати, нас Київ забув. То есть Арсений Петрович говорит, что они не имеют права бросить этих людей, которым надо выплачивать пенсии и всевозможные там социальные выплаты. І як глава уряду я заявляю, все фінансування, яке необхідне на нашій східній області, буде видано. Кожен пенсіонер, кожна сім'я, кожен український громадянин буде отримувати ці кошти. Це наш священний обов'язок.
То есть Арсений Петрович заявляет, что это священная обязанность, и что он, как глава правительства, практически гарантирует то, что люди там будут получать деньги. Он не говорит о том, что есть проблемы с доставкой этих денег, а они на самом деле есть. Он не говорит там о других нюансах. Вскользь вначале сказал, но вообще-то это святая обязанность, мы будем поддерживать, каждый пенсионер получит и тому подобное. А вот что Арсений Петрович говорит осенью. Доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Уряд терористів фінансувати не буде, самозванців і проходимців. Я не могу понять, а разве в начале лета там не было самозванцев и террористов? Ну, по мнению Арсения Петровича Яценюка, там что, была свободная территория? А что случилось вдруг потом? И в чем разница между этими двумя заявлениями? В том, что они диаметрально противоположны. Но украинский народ вечером заснул, утром проснулся и не помнит того, что говорил премьер еще несколько месяцев назад. Если мы начнем копаться в том, что он говорил несколько лет назад, то получим настоящую многочасовую комедию. Вот такие дела. Просыпайтесь и помните то, что было вчера. Одна из основных проблем моего народа – отсутствие памяти.